1986 год. Несколько исследователей медленно продвигаются вглубь пещеры на южном острове Новой Зеландии. Проход настолько узкий, что идти прямо уже невозможно. В одном месте им приходится пригибаться, в другом протискиваться боком. Под ногами скользкие камни. В какой-то момент один из исследователей спотыкается. Он резко протягивает руку вперед, чтобы не упасть, и его пальцы касаются сухого, вытянутого и очень твердого предмета. Сначала он думает, что это просто кусок камня. Но предмет ощущается иначе. Он слишком странный по форме. Исследователь осторожно вытаскивает находку из темноты. В свете фонарей становятся видны сухая кожа, длинные когти и ткани, которые не должны были сохраниться так хорошо. Это не камень и не обычная кость. Это лапа. Лапа огромной птицы. На ней все еще можно различить чешуйчатую кожу, длинные пальцы и мощные когти. Несколько секунд исследователи просто смотрят на находку и не могут сразу понять, что именно лежит перед ними. Они знают, что такой птицы давно не существует. Но сама лапа выглядит так, будто животное погибло совсем недавно. Позже лабораторный анализ покажет, что находка пролежала здесь несколько тысяч лет. И именно здесь начинается настоящая загадка. Как эта древняя лапа птицы могла сохраниться настолько хорошо? Почему такие гигантские птицы жили именно здесь, на далеких островах посреди Тихого океана? И что еще может скрывать эта земля? Чем больше исследователи изучали эту находку, тем яснее становилось. Лапа – это не просто хорошо сохранившийся фрагмент вымершей птицы. Это след мира, который когда-то существовал здесь, но полностью исчез. Когда мы смотрим на карту мира, кажется, что с континентами все давно понятно. Материки подписаны, океаны обозначены, крупные острова на месте. Где-то далеко в южной части Тихого океана находится Новая Зеландия. Для большинства это просто два удаленных острова на краю карты. Но сама система континентов не такая однозначная, как кажется. В одних странах говорят о 7 континентах, в других – о 6 или 5. Где-то Северную и Южную Америку разделяют, где-то считают одной Америкой, где-то Европа и Азия – разные части света, а где-то единая Евразия. И на этом фоне особенно странно, что один гигантский участок земной коры почти не попадает в школьные разговоры. Он слишком велик, чтобы быть обычной неровностью океанского дна, но с поверхности его почти не видно. Он скрыт под водой. Этот массив называют Зеландией. Зеландия – это гигантский участок континентальной коры площадью около 5 миллионов квадратных километров. Это больше Индии. При этом почти вся эта территория находится под океаном. Над водой остается только небольшая часть. Северный остров Новой Зеландии, Южный остров и несколько меньших островов вокруг. То, что на обычной карте выглядит как два далеких острова, с геологической точки зрения является надводной частью гораздо более крупного массива. Представьте большую горную территорию, которую медленно начинает покрывать океан. Сначала вода скрывает низины, затем она поднимается к равнинам, покрывает леса, долины и перевалы. В конце над поверхностью океана остаются только самые высокие участки суши. В 2017-м группа геологов предложила рассматривать Зеландию как самостоятельный континентальный массив. Не как привычный материк из школьного учебника, а как огромную скрытую часть земной коры, у которой есть своя история. А значит, древние кости, пещеры и странные находки становятся фрагментами большой истории о Земле, основная часть которой сегодня скрыта под водой. И если посмотреть на Новую Зеландию под таким углом, возникает вопрос, почему большинство людей так мало знает о таком огромном геологическом массиве? Чтобы понять, почему Зеландия оказалась под водой, нужно обратиться к очень далекому геологическому прошлому, когда карта Земли выглядела совсем иначе. По современной геологии, Зеландия когда-то была частью Гондваны, огромного южного суперконтинента. От него в разные эпохи отделялись Австралия, Антарктида, Южная Америка, Африка и Индия. Зеландия тоже принадлежала этому древнему суперконтиненту, но ее геологическая история развивалась по особому пути. Когда земная кора в этом районе начала растягиваться, она постепенно становилась тоньше и слабее. Толстая континентальная кора обычно находится выше относительно уровня океанического дна, а более тонкая кора может постепенно опускаться. Так огромный участок суши медленно оказался ниже. Это не было похоже на сцену из фильма, где суша за один день проваливается под воду. Скорее, это было медленное изменение рельефа, растянутое на огромные промежутки времени. По геологическим данным, большая часть Зеландии оказалась под водой десятки миллионов лет назад. До того, как это произошло, эта территория успела стать отдельной изолированной экосистемой. Животные и растения на этой территории начали развиваться по необычному направлению,
которое сегодня кажется невозможным. На развитие видов влияют не только присутствующие животные и растения, но и отсутствие некоторых хищников или конкурентов. В Новой Зеландии до прихода людей почти не было наземных млекопитающих хищников. Здесь не существовало волков, крупных кошачьих, медведей, лисиц и других зверей, которые на материках заставляют птиц и мелких животных постоянно прятаться, убегать и смотреть по сторонам. Из млекопитающих здесь были в основном летучие мыши, а у побережья – морские животные. Поэтому роли, которые на материках обычно занимали млекопитающие, в Новой Зеландии перешли к птицам, рептилиям и насекомым. Некоторые птицы со временем перестали летать. Не потому, что они просто разучились. Полет требует огромных затрат энергии, легкого тела, сильных мышц и постоянной готовности спасаться. Но если на Земле почти нет врагов, полет постепенно перестает быть главным условием выживания. Эволюция сохраняет то, что помогает жить, а все лишнее со временем ослабевает и исчезает. Так на этих островах появились существа, которые в другом месте, возможно, никогда не стали бы такими крупными. Птицы заняли пространство, свободное от привычных материковых хищников, и некоторые из них начали расти. Рядом с ними существовали древние рептилии вроде туатары, пережившие эпоху динозавров и сохранившиеся до наших дней. Но самыми впечатляющими обитателями этого мира стали моа. Моа были высокими и тяжелыми наземными птицами с мощными ногами, длинной шеей и телом, которое больше напоминало крупное наземное животное, чем привычную птицу. Они жили только в Новой Зеландии. Это была целая группа нелетающих птиц, включавшая несколько видов. Самые крупные достигали около 3,5 метров в высоту и могли весить больше 200 килограммов. У моа практически не было крыльев. Они не были хищниками, не охотились и не нападали первыми. Но благодаря крупным размерам большинство местных животных не могли на них охотиться. Именно поэтому найденная в пещере лапа производит такое сильное впечатление. Если вам интересно, что будет дальше, обязательно поставьте лайк и подпишитесь на канал. Пещеры Южного острова создали редкие условия, при которых органические ткани могли сохраниться необычайно хорошо. Холод, сухость и стабильная среда замедлили разрушение тканей. Кожа, связки и другие мягкие части высохли, но не исчезли полностью. Когда полинезийские предки маори пришли на эти острова, они застали моа живыми. Это были не существа из бесконечно далекой древности и не динозавры, исчезнувшие задолго до человека. Моа существовали в то время, когда люди уже строили поселения, пересекали океаны и заселяли новые острова. Представьте первых людей, которые входят в эти леса. Перед ними экосистема, где нет привычных крупных зверей, зато по земле ходят огромные птицы. Эти птицы не взлетают при виде человека, не убегают так быстро, как многие материковые животные. Для людей моа стали важным ресурсом. На них охотились, их мясо ели, кости и перья использовали в быту и культуре. Но для самих моа человек оказался угрозой, к которой они не были готовы. Их гнезда были уязвимы, популяции восстанавливались медленно, а когда к охоте добавились изменения среды и завезенные животные, воздействие на популяции оказалось слишком сильным. За несколько столетий все виды моа исчезли. От гигантских птиц остались кости, музейные образцы и редкие хорошо сохранившиеся фрагменты тела. Среди таких фрагментов та самая лапа, которая выглядит почти живой, хотя птица погибла тысячи лет назад. Но человек не был первым врагом моа. Задолго до появления людей над этими лесами уже существовал хищник, для которого даже огромная птица была добычей. Этот хищник не шел по следу, не крался по земле и не бросался из кустов. Он атаковал добычу сверху. Орел хааста считается крупнейшей известной хищной птицей в истории Земли. Самки, как это часто бывает у хищных птиц, были крупнее самцов и могли весить до 10-15 килограммов. Для сравнения, современный беркут весит в несколько раз меньше. Размах крыльев достигал 3 метров. Но гораздо важнее было то, каким образом этот орел охотился. Это был хищник засады. Он не гнался за добычей долго, как волк или крупная кошка. Он использовал лес как укрытие, ждал подходящего момента и атаковал сверху, из кроны деревьев, из той зоны, куда добыча обычно не смотрит. Строение орла хааста хорошо подходит для такой охоты. Короткие широкие крылья были удобны для маневров среди деревьев, а мощные ноги и огромные когти делали атаку особенно разрушительной. Для моа это могло быть смертельно. На костях этих птиц находились следы, которые связывают с атаками крупного хищника, повреждения в районе шеи и основания черепа. Теперь представьте первых людей, вошедших в такие леса.
Орел Хааста раньше не сталкивался с людьми. В этой экосистеме у орла Хааста почти не было естественных врагов, и все крупное, что двигалось по земле, могло восприниматься как потенциальная добыча или угроза. Поэтому некоторые исследователи допускают, что встречи человека с орлом Хааста могли быть смертельно опасными. Прямых доказательств таких нападений немного. Но с точки зрения размера, поведения и экологии, такая гипотеза выглядит биологически возможной. Тем более в маорийских преданиях сохранился образ огромной птицы. Ее описывали как существо, способное нападать на людей и уносить детей. Можно сказать, что это всего лишь легенда. Но легенда не всегда возникает на пустом месте. Иногда она может сохранять память о реальном страхе даже после исчезновения животного. И тогда возникает следующий вопрос. Что происходит с хищником, когда исчезает его главная добыча? Исчезновение Моа привело к нарушению всей экосистемы. Орел Хааста был хищником, приспособленным к территории, где существуют крупные наземные птицы. Его тело, когти, манера охоты и место в пищевой цепи были связаны именно с этими птицами. Когда исчезла Моа, орел потерял главный источник пищи, от которого зависело его выживание. По современным данным, орел Хааста вымер примерно в тот же период, что и последние Моа, в XIV-XV веках нашей эры. Такое совпадение вряд ли было случайным. Люди, которые пришли в Новую Зеландию, не могли знать, насколько хрупкой была эта экосистема. Они охотились, чтобы выжить, расчищали землю, чтобы строить поселения, и использовали доступные ресурсы так, как это делали люди по всему миру. Но островные экосистемы устроены иначе, чем материковые. На большой территории у животных часто есть пространство для отступления, соседние популяции и шанс восстановиться. На острове нет соседних популяций, которые могли бы восстановить численность вида. Если численность падает слишком быстро, вид уже не успевает вернуться. Особенно если речь идет о крупном животном, которое медленно размножается, долго растет и не привыкло к новым угрозам. Но кто первым увидел эти острова? Кто первым вошел в леса, где по земле еще ходили Моа? Основная научная версия говорит, что первыми постоянными жителями Новой Зеландии были полинезийские предки маори. Их появление обычно относят к XIII-XIV векам нашей эры. На это указывают археологические находки, датировки поселений, анализ ДНК и другие данные. Маори не попали на острова случайно. Это были выдающиеся мореплаватели, способные пересекать тысячи километров океана на больших каноэ, ориентируясь по звездам, ветрам, течениям и поведению природы. Но самое важное здесь то, что археологи нашли места, где этот первый контакт человека с новой землей буквально зафиксирован в находках. Одно из таких мест находится на Южном острове. Это Вайрау-Бар, раннее поселение и место захоронений, которое помогает понять, как жили первые поколения людей в Новой Зеландии. Там обнаружили человеческие останки, орудия, украшения, кости Моа и фрагменты скорлупы их огромных яиц. Эти находки показывают, что люди здесь уже охотились на Моа, использовали их яйца, строили поселения и хоронили умерших вместе с предметами своей культуры. Анализ костей и зубов добавил еще одну важную деталь. Часть людей из этих захоронений, вероятно, выросла в Восточной Полинезии, а часть уже жила в Новой Зеландии. Значит, в одном месте могли быть похоронены и те, кто сам пересек океан, и те, кто родился уже здесь, среди лесов, гигантских птиц и новой природы. В маорийской традиции встречаются рассказы о существах или народах, которые будто бы жили на островах раньше или рядом с первыми поселенцами. Среди них часто упоминают загадочных светлокожих обитателей гор, лесов и туманов. Были ли это мифологические существа, духи, образ чужих людей или искаженная память о более ранних контактах? Однозначного ответа здесь нет. Отдельная история связана с полинезийской крысой Киори. Это маленькое животное попало в Новую Зеландию вместе с людьми и стало для археологов важной подсказкой. Крысы быстро расселялись, оставляли кости и погрызенные семена местных растений. Поэтому их следы начали использовать как дополнительный признак раннего присутствия человека. По всей Новой Зеландии есть места, где прошлое сохранилось не как аккуратная музейная витрина, а как след катастрофы. Одно из таких мест – Пирамид-Вэлли в Северном Кентербери. В 30-е годы 20 века там нашли огромное скопление костей Моа. Не случайный скелет, а целое кладбище вымерших гигантов. По одной из версий, это место было природной ловушкой. Моа приходили к заболоченному участку, проваливались в мягкий грунт и уже не могли выбраться. Тяжелое тело уходило вниз, ноги вязли, а сверху постепенно накапливались новые слои. Так болото превращалось в архив смерти.
Позже исследователи находили там не только отдельные кости, но и почти целые скелеты, остатки разных видов моа и следы других исчезнувших птиц. В некоторых описаниях говорится, что кости лежали в плотной желтоватой массе, которая помогла им сохраниться необычно хорошо. И это важно, потому что моа исчезли не так давно по меркам истории. Это не динозавры из глубин мезозоя. Это существа, которых человек застал живыми. Где-то они попадали в болото, где-то их кости оставались в пещерах, где-то на стоянках находят следы разделки, скорлупу яиц и остатки кострищ. История уходит еще дальше, к островам Чатем. Это один из самых изолированных краев полинезийского мира, далеко к востоку от Новой Зеландии. Туда тоже добрались люди. Там сформировалась отдельная культура мориори, народа, родственного маори, но жившего в других условиях, на холодных, ветреных островах, окруженных океаном. И у мориори сохранилась одна из самых необычных традиций во всей Полинезии – ракау-момори. Это не каменные идолы, не пещерные рисунки и не деревянные статуи, которые можно перенести в музей. Это изображения, сделанные прямо на живых деревьях копи. На коре появлялись человеческие фигуры, лица, птицы, рыбы, знаки, связанные с предками и событиями прошлого. Часть таких изображений считается мемориальной. Образ вырезан на дереве, чтобы память об умершем продолжала жить вместе с ним. Сегодня эти деревья особенно ценны еще и потому, что они исчезают. Живое дерево нельзя сохранить так же, как каменную плиту. Оно болеет, стареет, падает, разрушается от времени. В 2025-м на островах Чатем нашли остатки традиционного каноэ. Сообщалось о сотнях фрагментов. Резные деревянные детали, плетеные элементы, украшения из обсидиана, необычные отверстия и следы обработки на дереве. Такие суда почти не сохраняются, потому что дерево обычно уничтожают вода, время и микроорганизмы. И здесь появляется важная деталь. Мы часто говорим, древние полинезийцы пересекали океан на каноэ. Но одно дело сказать это. И совсем другое – увидеть реальные фрагменты такого судна. Доски, веревки, резьбу, украшения. То, что можно потрогать, изучить, сравнить с устными традициями и понять, как именно люди добирались до таких удаленных мест. Зеландия – это не просто геологический термин и не странная подпись на карте. Это напоминание о том, что даже в наше время Земля способна скрывать вещи континентального масштаба. Под водой может лежать огромная часть суши, о которой большинство людей не слышало. В пещере может сохраниться лапа существа, исчезнувшего сотни лет назад. В болотах могут лежать кладбища гигантских птиц, а в туманных лесах на далеких островах – лица, вырезанные на живых деревьях. История Новой Зеландии показывает, насколько быстро может исчезнуть целый мир. Миллионы лет изоляции создали здесь уникальную экосистему, где птицы заняли место зверей, а человек увидел существ, которых больше нет нигде на планете. Но вместе с этим остаются вопросы. Все ли мы уже нашли под землей, в пещерах и под водой? Сколько следов прошлого еще скрыто в этой части мира? И какие тайны Зеландии только ждут своего открытия? А вы что думаете? Пишите в комментариях.